Девчонки, всем привет! Сегодня хотела бы снять вам отчет по моему Project Pen за июнь. Получается, это будет отчет за 5-й месяц моего проекта. Он начался с февраля. В середине у меня, как обычно, блюдца с пустышками. Сзади стоят 3 помады от Ofra. Они также вышли из проекта, но по причине того, что просрочились. Давайте смотреть по порядку нанесения продуктов, как обычно. Первый продукт у меня это бальзам-маска для губ от Revolution в коллаборации с друзьями. И это первая пустышка. Я закончила, получается, за 1,5 месяца 12 грамм данного средства. Это был такой очень плотный белесый крем. Я наносила его на ночь, на губы, на локти в качестве средства для кутикулы. И, в принципе, оно мне нравилось. Я рада, что я его закончила, потому что тяжелая стеклянная баночка и очень неоднозначный цвет продукта. Он не был прозрачным на губах. Я такое не люблю, думаю, как и многие, поэтому это пустышка, и я этому рада. Ему на замену в проект я брала опять маску. Здесь уже 20 грамм, насколько я помню. Да, здесь 20 грамм продукта. Это также Revolution в коллаборации с Симпсонами. Здесь, я думаю, не особо будет заметен прогресс, потому что я воспользовалась на самом деле ей всего раз 10. Я подсела на одно очень классное масло из обычного магазина тут по соседству. И вот получается, этой маской я пользуюсь только на ночь. Надо засунуть ее в косметичку, чтобы использовать чаще. Но, в принципе, у меня уже было в ней достаточное углубление. Мне нравится этот продукт, потому что это прозрачное средство, несмотря на такой какой-то странный цвет. Оно хорошее, тонким слоем очень хорошо работает. Тут специфический достаточно запах, такой яблоко со специями. Немножко не в кассу, да, на летний сезон, больше это, конечно, на осень рассчитано, но тем не менее я пользуюсь, мне нравится, пора выводить. Я открывала ее, по-моему, в октябре прошлого года. Ну, в принципе, пускай будет. Надеюсь, в следующем месяце мы уже увидим какой-то результат. Я попробую пальчиком доковырять до донышка, наверное. И следующее средство сразу у меня мой Enough 8 пептидов. У меня это оттенок 21, и я не смогла закончить, к сожалению, этот тональный крем за июнь месяц, хотя очень рассчитывала. Он мне уже светловат, откровенно говоря. И сейчас я, когда им пользуюсь, далее я наношу бронзер от Guerlain. Даже можно видеть, он прям светловат. Я стала из-за этого использовать его гораздо в более маленьком количестве. И сверху использую бронзер от Guerlain на все лицо в качестве пудры, чтобы корректировать цвет. Я очень хочу вывести его, потому что средство все-таки было мной открыто в октябре прошлого года, может в ноябре. И уже пора, уже скоро будет год, как я им пользуюсь. Огромный объем. Я отмеряла в прошлом месяце средства вот на таком уровне, но он у меня стал, по причине того, что его мало, стал храниться все время вертикально. И вот с этих краев начало стекать все средство. И теперь, когда я замеряю, спустя месяц использования ежедневного, его практически осталось такое же количество. То есть я могу предположить, что примерно вот столько стекло. Я уж очень надеюсь, что за июль месяц-то мы уж с ним расстанемся. Не хочу им пользоваться, не хочу вот в эту жару пиковую, конец июля, август и сентябрь в Турции пользоваться тональным кремом в принципе. Хочу отдохнуть от тоналки, невозможно ее носить, поэтому я говорю, вот сейчас я количество, которое я распределила на руку, я распределяю на все лицо, и еле-еле у меня это средство идет, но его тут совсем мало, еще если учесть, что донышко немножко вогнутое. Короче, я все-таки надеюсь, что это будет пустышка в июле, но пока, к сожалению, нет, и даже каких-то результатов я вам показать не могу внятных, потому что тут какая-то проблема с замерами. В качестве пудры в проекте у меня был рефил из
двушки Наташи Деноны. Там было совсем чуть-чуть. Я пересыпала этот рефил в баночку из-под геля для бровей, который у меня тоже закончился. Там были совсем крошки. И вот я закончила эту пудру. Она была такая желтоватая, такая, ну, как бы никакая на самом деле. Просто я ее использовала, потому что больше было некуда, если честно. И она мне, кстати, уже в мае-июне даже пригождалась, потому что у нее такой легкий желтоватый был оттенок, и он мне корректировал оттенок тоналки 8 пептидов, поэтому я, в принципе, рада, что я вывела этот рефил. Было 7 грамм продукта, вот получается за 5 месяцев использования в качестве пудры, которая еще такая сомнительная по цвету, этот рефил у меня ушел. Будем считать его как пустышку. Вот так я поставлю. Сам рефил не могу положить в пустышки, потому что у меня было видео про перестановку рефилов, и теперь в этой двушке у меня лежит следующий продукт из моего проекта. Это скульптор. Это скульптор из палетки Лавелли, и у него даже появилась дырочка. Это небывалый вообще результат. Наверное, это средство у меня будет в категории тех, в котором виден прогресс впервые за 5 месяцев проектом. Вот так оно выглядит. На самом деле эта дырочка, она неестественная, скажем так, неестественного происхождения, потому что сначала я случайно ткнула ногтем пару месяцев назад в него, а когда переставляла рефилы, по нему пошла трещинка, и, видимо, вот из-за этого всего, когда потом я в дальнейшем пользовалась продуктом, выбилась вот такая вот маленькая ямочка. Ну, тут видно, что до дна еще где-то миллиметр, наверное. То есть как-то он уходит, но незаметно как. Я на самом деле понимаю, что было бы намного рациональнее этот скульптор перепрессовать. Мне он нравится, но надо понимать, что скульпторами я пользуюсь только корректируя овал лица в зоне подбородка. Там совсем чуть-чуть я использую его, поэтому он, собственно, и уходит в таком маленьком микроскопическом количестве. И я поняла, что надо было его перепрессовать уже после того, как я его вклеила вот в этот рефил свободный в палетке Наташи Деноны. И я его вклеила таким клеем, что его теперь отсюда не выковыришь. Я, в общем, не уверена теперь, что мне нужно это все делать. Я уже решила, что я оставлю здесь этот скульптор, так и буду потихоньку его помазывать, вымазывать. А когда закончатся у меня эти румяна, когда же это произойдет, если еще скульптор останется в упаковке, я просто всю упаковку выброшу. Вот. Поэтому вот так сейчас выглядит скульптор от Лавелли. Абсолютно нормальный продукт. Пользуюсь им. Так это и будет еще продолжаться бесконечно, я так понимаю. Забыла вам показать замену пудры, которую я брала. Я брала в проект 2 рефила из палетки Кевина Акуана. Вот эти 2 рефила. У него они заданы как хайлайтеры. Я использую их как подсвечивающую пудру на периферию лица. И просто беру огромную кисточку и оба оттенка набираю. Видно, что они стали немножко такие неоднородные на поверхности, но, конечно, прогресса особо пока не было, потому что пользовалась, ну, буквально там, может быть, раз 5 ими. Это такие никакие хайлайтеры, скажем так. Вот. Это что-то такое мучнистое, с крупными блестками. В общем, ничего особенного. Буду продолжать пользоваться. Я не думаю, что будет проблема избавиться от этих продуктов до конца года. А далее, скорее всего, я перепрессую сюда еще какие-то продукты из однушек, избавлюсь от однушек, и в следующем году буду избавляться уже постепенно от всей этой палетки. Тут прогресс маленький. Следующий продукт у меня это бронзер. И, скорее всего, тут тоже особо результатов видно не будет, потому что я прикладывала все усилия к другому продукту. В этом месяце я набирала этот бронзер с вот этой стороны, и, возможно, просто чуть-чуть бугорок стал меньше. Вот так вот, наверное, будет. Можно сравнить с картинкой, я приложу.
Возможно, чуть-чуть какие-то изменения появились, но я не уверена. Возможно, вот эта вот горка стала не такая выпуклая. То есть теперь я решила этот бронзер набирать вот с этого края, точно так же его стесать, а потом уже набирать с центра. Ну, пока результатов никаких, потому что я все хотела вывести бронзер из другого проекта, пользовалась практически только им, а этот немножко продукт забросила. Ну, посмотрим, что будет в следующем месяце. В июле я уже буду пользоваться им, как обычно, в обычном темпе, скажем так. Давайте его посводчим тоже. Ну, это известный продукт. Вот такой вот он тепленький по сравнению со скульптором. Очень люблю этот бронзер. Также у меня, естественно, вот эти румяна в проекте. И в них, мне кажется, вот сейчас прям уже видно донышко. Причем я после того, как у меня закончилась пудра, я попыталась сравнить уровни в рефиле и поняла, что этим румянам до донышка примерно миллиметрик. То есть вполне возможно, что в июле или августе я уже в них донышко увижу. Мне очень они нравятся. Они такого интересного оттенка повседневного, который какой-то розово-бежевый, еще и подсвечивающий. И за счет этого они очень хорошо подходят практически к любым макияжам, вот на самом деле. Потому что какая-то в них одновременно и теплинка, и розовинка, и коричневинка. В общем, это на самом деле очень классные румяна. И оттенок один из самых любимых в моей коллекции. У меня это оттенок двушки 15. Очень хороший продукт. Ну, просто и так много у меня румян. Чего за них трястись? Лучше закончить и купить что-то более современное, потому что этой двушке 100 лет в обед, наверное. Мне нравится, как все идет вообще в этом месяце с этим продуктом. Все замечательно. Последний продукт для лица у меня это хайлайтер от Revolution, коллаборация с котами-аристократами. Оттенок стерся, не помню, запуталась в них. Выглядит он вот так, донышко стало больше. Этот продукт я использую в качестве хайлайтера, в качестве теней в уголочек глаза. И все-таки хочу попробовать с этого месяца его использовать еще в качестве хайлайтера на тело, потому что он все-таки дает золотые блестки, когда наносишь его легкой кистью, и, возможно, прогресс по нему пойдет побольше, потому что сейчас он у меня, отстает от хайлайтера из утреннего Project Pen. Вообще у меня в этом году, конечно, не очень удачные оттенки хайлайтеров, потому что, он, очевидно, слишком белый, из-за этого его уходит намного меньше, чем какого-нибудь шампань, предположим, бы уходило. Ну, что поделаешь, такие оттенки тоже нужно выводить, поэтому, в принципе, мне нравится, хоть как-то уходит. Единственное, я понимаю, что уже 5 месяцев я его тру, и тут, дай бог, четверть, наверное, ушла. А хотелось бы все-таки к концу года, чтобы я избавилась от этого рефила. Далее давайте перейдем к мелким продуктам для глаз, потом к лакам и продуктам для губ, а тени оставим напоследок, потому что, в отличие от всего предыдущего перечисленного, в тенях у меня прогресс замечательный, как ни странно. Давайте смотреть, значит, продукты мелкие для глаз. Во-первых, база Urban Decay, и я ее замеряю, вынимая кисточку и проталкивая продукт, соответственно, да, и у меня супер-супер маленький результат, вообще как будто ничего не поменялось, то есть вот эта вот отметочка, да, буквально миллиметрик, но дело в том, что здесь сконцентрировано большинство продукта сейчас около крышки, и понятно, что его здесь очень много, и последующие какие-то замеры я даже не представляю себе, как будут выглядеть, скорее всего, это будет практически невозможно замерить, но я пользуюсь этим продуктом каждый свой макияж, каждый. Я очень надеюсь, что он у меня закончится к концу года, потому что, это будет уже 3-й год открытой базы, да, которую я наношу на глаза. Я просто даже, мне кажется, если я его к концу года не закончу, я его просто выброшу, потому что, я беспокоюсь за свои глаза. Так, здесь хотя бы что-то меняется, ладно. По поводу карандашей, значит, вот такой вот прогресс у меня вот в этом карандаше от Gosh.
У меня это оттенок 06 Plum. Очень красивый цвет. Замеряю я его вот таким образом. Вот. Уходит примерно одинаковое количество в месяц этого карандаша. Я его использую в качестве подложки под тени, когда подходящий оттенок использую теней в макияже. Вот такой цвет. Хорошие, в принципе, тени. Достаточно они быстро самофиксирующиеся. Вот что я заметила. То есть обычно я подложки использую, намазала на один глаз, намазала на второй глаз, растушевала один глаз, растушевала второй глаз. Нет, с этими тенями нужно намазала, растушевала, иначе второй глаз застынет к тому моменту, пока ты там ее разносишь. То есть, в принципе, она достаточно фиксирующаяся такая штука. И соло, мне кажется, эти бы тени носились хорошо. Но так как я очень редко использую какие-то мономакияжи в своих образах и редко использую какую-то одну тенюшку на весь глаз, вот я избавляюсь от таких вот однушечек. Но именно в этом продукте я понимаю, что очень долго он у меня будет уходить, потому что, скорее всего, я его уберу из проекта на какое-то время, потому что он мне будет без надобности. Тем не менее, прогресс есть. Карандаш от Ламель в сиреневом оттенке. И тут, конечно, результат совсем маленький. Я его отмеряю, господи, вспомнить бы, как я тебя отмеряю. Вот так вот. То есть сколько торчит вот этой палочки, столько здесь грифеля и осталось. И я так понимаю, что здесь, вот я отмерила, вот столько прогресса, ну буквально 4 миллиметра, наверное, за месяц. Я устала от этого карандаша, он очень яркий, не знаю, он очень яркий, и я не пользуюсь такими цветами, как и в принципе всеми цветами из этой линейки. Они у меня простаивают просто потому, что слишком чистые, слишком яркие цвета. Ну блин, я думаю, что я его уберу из проекта, мне надо от него отдохнуть, вот. И я буду им пользоваться, вот если буду дочке делать аквагрим. Она у меня очень любит всякие рисунки на лице. Если я ей буду что-то такое рисовать, то вот этот карандаш быстро уйдет, потому что как-то я делала русалочий хвостик, и у меня прям очень много его ушло, потому что, ну, там что-то надо закрашивать, понятное дело. Вот, но сама я не могу, я его просто использую, ну, прям капелюшечку, чтобы чуть-чуть подчеркнуть цвет, иначе мне уже кажется, что too much и слишком просто, слишком дешевит он макияж, короче, это вкусовщина, и у меня все эти оттенки застаиваются от Ламель, к сожалению, не знаю, зачем я их набрала. Также у меня есть вот эти два карандаша, и я их в прошлом месяце в отчете показывала как новинки в свою коллекцию, и я обещала их замерить, и я ни разу ими не воспользовалась. На самом деле я бы воспользовалась этими цветами, но сейчас они мне не подходят к схеме макияжа, которая у меня в проекте, поэтому, ну, тоже цвета, ну, блин, ну, слишком ярко все, слишком ярко. Скорее всего, не пойдут. Я их даже вот сюда положу, я ими ни разу не пользовалась, поэтому вот так. То, что закончилось. Закончилась фиолетовая тушь. Пользовалась я ей после того, как добавила в проект еще недели 3. И вот получается в общей сложности месяц с хвостиком, и она совсем засохла. Звук такой, как будто продукт там есть, но на самом деле она даже на глаза не переносится, она очень густая. Вообще мне она не понравилась. Больше никогда не буду брать цветные туши от Golden Rose. Какая-то у них вечная проблема с формулой, не знаю, пустышка. Что еще осталось для глаз? Подводка от Borea. Даже не знаю, что сказать. По ней просто невозможно замерить, что-то меняется или нет. Единственное, что можно заметить, что теперь, когда я ее вытаскиваю, кисточка не такая полная продукта, скажем так, как она была до этого раньше. Ну, может быть, мне просто кажется, я уже даже не знаю. Это очень хорошее средство, на самом деле я ее люблю, у нее такой приятный цвет. Пользуюсь я ей практически в каждом макияже, который подходит для нее по цвету. В каждом фиолетово-сиренево-лавандовом макияже она у меня присутствует, как такая тоненькая подводка во внутренней части глазок. Не знаю, обращали вы внимание или нет, у меня в роликах иногда бывают такие макияжи с ней.
То есть я не делаю полную стрелку, а делаю только внутри часть стрелочки. Мне нравится, как смотрится. Ну, соответственно, непонятно, сколько при этом ее уходит, поэтому она у меня просто перманентно живет вот в этом углу для лузеров. И также у меня остались две однушки от Тами Танука. Во-первых, это лисенок огнелапый. Лисенка я, разрешите, не буду сводчить, потому что он очень красивый, но его безумно мало. И пока я им не начала пользоваться, а я им ни разу не воспользовалась за прошедший месяц, позже объясню почему. Если я буду его сводчить, он просто закончится, мне кажется, на сводче. Но это вот очень красивый оттенок. Давайте с крышки возьму. С крышки ничего не понятно. Ну, ясно. В общем, очень красивый оттенок. Такой оранжевый, рыженький, с зелено-золотыми блестками. Хочу его вывести, делать очень красивые такие рыже-персиковые макияжи, но это уже, скорее всего, будет в июле. И вот посмотрим вообще, за сколько применений он у меня закончится. Но это, конечно, пока провал полный. А вот этим оттенком, это у меня советница мглы, я им пользовалась, но, скорее всего, никак это не будет видно. Никак не будет это понятно. Я этим оттенком делаю себе мягкую стрелку. Мягкую такую полустрелочку маленькую. Пристрастилась я к этому в последнее время. Это не полностью черный оттенок, скажем так. Он, во-первых, такой сатинчик с мелкими серебряными блестками. На самом деле очень красивый, но так как я не делаю смоки, я не люблю пользоваться рассыпушками, то этому оттенку единственное применение — это вот такие бесконечное количество раз сделанные черные маленькие стрелочки. Поэтому я даже не знаю, когда он у меня закончится. Хотя, честно вам скажу сразу, есть шанс, что просто он у меня куда-нибудь упадет и разлетится, потому что вот вчера я делала им макияж, и вот насколько для меня непривычно пользоваться рассыпушками, я залезла в нее пальцем, что-то куда-то ткнула, все полетело, размазалось. Так что вероятность того, что в конце концов мы от нее избавимся просто потому, что я ее угроблю, она очень высока. Так что ладно, тут тоже прогресс не видно. Идет сюда. Давайте быстренько по поводу лаков для ногтей. Во-первых, хочу убрать из проекта вот этот вот топ от Essence. Он мне немножко сейчас не по вкусу, ну скажем так. То есть те маникюры, которые получаются сейчас, мне с ним не нравятся. Вот они мне не в образ, скажем так, поэтому не хочу себя насиловать, убираю его, не хочу вам показывать все время одни и те же результаты. Вот такой результат у меня по лаку от Essie. Оттенок у меня уже облез, если найду, подпишу. Вот он у меня, Ladylike. Это очень хороший оттенок, вот он у меня сейчас нанесен. Мне он нравится, такой повседневный нюдовый цвет. Вот здесь примерно 4-5 маникюров. Если бы я пользовалась всегда им в течение месяца, прогресс был бы значительный. Но я так обленилась в качестве лаков, доставала то, что у меня новенькое появилось, и редко пользовалась Project Pen, поэтому ну, вот пока прогресс такой. Посмотрим, что будет через месяц. И матовый топ от Nail Look мне абсолютно устраивает. Правда, у меня появились матовые топы со всякими крупинками, частичками и слюдой. И вот они мне сейчас нравятся больше, а просто матовый топ мне кажется немножко скучноват. Но тем не менее, вот это два маникюрчика. Если пользоваться им постоянно, он идет быстро. Ему просто уже достаточно много времени, хотя к качеству претензий нет, но у меня несколько матовых топов, и хотя бы один надо вывести. Я планирую в следующий месяц пользоваться им поактивнее. В принципе, результат видно с каждым применением. Главное им пользоваться, не забывать. Я, к сожалению, лаки откладывала. Вот за последний месяц пользовалась другими. И средства для кутикулы от NCLA. Никаких сдвигов, потому что для кутикулы в этом месяце я использовала бальзам от Revolution. Планирую все-таки налечь на это средство, но обещаю, по-моему, это в каждом отчете, поэтому посмотрим, как там оно пойдет. И теперь 3 продукта для губ, и уже перейдем к палеткам теней. Во-первых, вообще не использовала вот этот блеск от Elf, потому что сейчас делаю такие макияжи, которые как бы не предполагают вот такой вот рыжий оттенок. Думаю, что когда начну краситься другими оттенками теней, то и вот этот цвет будет задействован. Здесь 7,5 мл, но я не знаю, я уж надеюсь, что до конца года хотя бы израсходовать хоть как-то этот блеск.
потому что он очень плотный и пигментированный. Как правило, такие продукты очень медленно заканчиваются. Ну, в общем, здесь простой. Весь месяц я пользовалась вот этими двумя продуктами. И опять же, все три продукта, которые я выбрала в проект, они опять все в жидких формулах. И они опять очень плотные и пигментированные. Несмотря на то, что здесь консистенция блеска, это лаковый или виниловый, как хотите называйте. Это блеск помада. Очень это все плотное и трудно заканчиваемое. Но я просто понимаю, что для моей коллекции это то, что мне нужно вывести. Вот всякие такие неподходящие мне полностью штуки. Пользовалась, значит, получается, весь месяц вот этим Dust of Colors. Соответственно, воспользовалась раз 20, наверное, им. И что хочу сказать. Ну, конечно, цвет тут, я его приспособила, если его наносить прям тонко-тонко. Вот если наносить тонким-тонким слоем, то цвет на губах получается красивый. Ой, ну блин, это я не знаю, до второго пришествия я буду тогда им пользоваться, наверное. Я отметила, так попросвечивала, чуть-чуть он у меня ушел. Ну, это, конечно, капелюшечка. Посмотрим, как будет в следующем месяце, хоть что-то изменится или нет. Я честно пользуюсь этим продуктом. И посмотрим, как он будет меняться. Конечно, такие глянцевые продукты для губ очень сложно заканчивать. Ну, что поделать, я раз уже включила в проект, то надо использовать. Дело в том, что у меня помад в пулях, которые бы я хотела сократить, их не так уж и много, по ним приоритет меньше, чем по вот таким жидким текстурам. И средство третье, это Golden Rose, очень классный тоже виниловый блеск. Я тоже им, соответственно, пользовалась столько же раз, только этим коричневым, потому что я наношу его в центр губ поверх вот этого коричневого оттенка, чтобы немножко, видите, нивелировать вот эту вот темноту. Они смешиваются, эти две текстуры, и носятся прилично на губах, но из-за того, что я окрашу им, получается, не все губы, у меня особо-то прогресса и не видно. Вот тут вот может быть и показаться, что что-то его стало меньше, но на самом деле то ли он у меня хранился вертикально и опять стек, то ли что. Но вот я пыталась его сегодня замерить, и он не особо-то изменился в сравнении с меткой прошлого месяца. То есть я даже не стала тут ничего придумывать, где-то что-то отмечать. Такое впечатление, что он вообще не ушел. Тем не менее, я им пользуюсь. Но это коварное свойство подобных лаковых текстур. Несмотря на то, что ими пользуешься, они облепляют все стенки, непонятно как стекают, поэтому понять, сколько там что ушло, не ясно, невозможно. И вот через месяц будем смотреть. До этого у меня все уходило стабильно, да, 3 месяца. И вот, смотрите, вообще ничего не понятно. Очень бы хотелось вывести вообще эти продукты. Я буду стараться, но, как видите, не всегда это получается. И вообще непонятно, с чем это связано. Я реально им пользовалась, наверное, ну, столько же раз 20, сколько и Dust of Colors. В общем, как-то так. И давайте уже, наверное, перейдем к самому веселому. Это тени. Сразу хочу вам показать палетку от Lavelle. Она у меня была в видео про перестановку рефилов, и сейчас она выглядит вот так. Это пустышка, это косметический мусор. Этот продукт, этот рефил черный у меня разбился, я его выбрасываю вместе с палеткой. Я вытащила отсюда рефилы. Ранее я заканчивала пудру. Я переставила скульптор вот сюда. У меня закончился один оттенок. Вот этот вот светлый, по-моему, здесь он был. Я его закончила в качестве пудры под бровь и под глаза. И получается, все остальные оттенки я отсюда вытащила и переставила в другие палетки. Так что Lavelle идет в пустышке. Я этому безумно рада, потому что у нее отвратительная упаковка. Наверное, самая отвратительная у меня из тех, что были. Так, пустышка и минус палетка. Далее в проекте у меня была Huda пастель розе. И здесь, в этой палетке, у меня было 5 пустых рефилов. Это мой результат за 5 месяцев использования. Какие-то из этих рефилов были начатые, какие-то нет. Все, и теперь палетка выглядит вот так. Я также переставила сюда рефилы. Теперь меня абсолютно устраивает ее цветовая гамма. Здесь можно найти 2 дуохрома из палетки Lavelle и кое-какие матовые из других палеток, которые у меня были.
Теперь эта палетка мне нравится. Я просто немного от нее уже подустала. Она у меня лежит, ждет, пока я от нее отдохну и начну делать ей макияжи. Мои любимые вообще оттенки здесь это вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Да, мне очень нравился в пастель розе желтый шиммер. Он потрясающий, именно такой, как надо для меня. Пастельный и не сильно кричащий. И вот мне очень нравится с ней делать нюдовые макияжи с акцентом на желтом цвете. Очень классно. Вот, значит, эта палетка у нас выходит из проекта. Давайте, наверное, я ее поставлю как выбывшую, потому что это ни в коем случае не пустышка. Пустышки здесь вот эти рефилы. Так, положу. Следующая палетка из проекта, которая у меня была, это Huda Pastel Lilac Obsessions. Выглядит она у меня сейчас вот так. И здесь у меня были закончены 3 рефила. Вот они. Их я тоже выковырила и переставила сюда другие тени. И сейчас также меня абсолютно устраивает ее цветовая гамма. Ну, наверное, исключая вот этот ее родной персиковый оттенок. Ну, ладно, пусть он будет. Я решила его оставить. Ну и сейчас это вот так. Все очень красиво. Также лежит палетка, пока я немножко от нее отдохну, и буду уже делать макияжи, как обычно, со всеми остальными своими палетками из коллекции, особо не налегая. Выбывает из проекта. А то, что хотела, я тут закончила. Так что рефилов пустых очень много в этом месяце. Ну, они просто накопились. Основной палеткой у меня в проекте становится Huda Neon Obsessions. И она у меня выглядит вот так сейчас. Можно заметить, что этот рефил не родной. Его я вставила из палетки Colourpop. И он такой розовый с блестками. Блестки, как обычно, у Colourpop слетают. Это уже давайте мы будем сводчить с вами. Его я добавила для вот этого оттенка. Мне кажется, они вместе будут хорошо смотреться. Для вот этого и для вот этого. Это такие топеры, которые надо наслаивать. Они уже подсохли. И их надо поднатирать на глаза. В этом, наверное, их и беда. В том, что они просто старенькие. Но смотрятся они потрясающе. Вообще вся эта коллекция Neon, она в свое время провалилась у Huda. И мне кажется, она стала провальной, потому что Huda немножко опередила свое время. Если бы эти спарклы вышли сейчас, все бы их хвалили. Но тогда была эра таких плотных шиммеров, и они просто не зашли. Хотя вот сами по себе сейчас на глазах это просто полупрозрачная россыпь блесток. Очень красиво. В общем, что произошло с этой палеткой? Во-первых, я вытащила рефил, поменяла, и здесь был вот этот вот рефильчик, который я думала, что за июнь закончу. Но закончить я его не смогла, и теперь надеюсь хотя бы за июль его вывести. Здесь очень красивый такой цвет, но с ним получаются достаточно насыщенные макияжи а-ля таких легких смоки, поэтому он у меня и медленно уходит. Вот такой вот тон красивый, что у меня фокус сегодня как-то нас не радует. Вот, значит. Да, вот такой-то цвет. Как раз для этого цвета я использую карандаш от Gosh. И как только закончу этот цвет, Gosh убираю из проекта. Осталось его, ну, наверное, еще на весь июль. Это, конечно, жалко, потому что я уже планировала в июле делать совсем другие макияжи. Но, тем не менее, какие еще изменения произошли? Появилась ямка вот в этом оттенке. Для этого мне понадобилось им воспользоваться, ну, всего пару раз. Связано это с тем, что вообще у этих шиммеров, ну, в моем случае, вот как вот мне нравится делать макияж, в них очень большой расход, потому что их надо прямо натирать на глаза. Это такая красивая розовая база с зелено-золотыми блестками. Он очень красиво смотрится на глазах, просто чтобы по моему вкусу было красиво, его надо много. Поэтому вот я его наслаиваю, вместе с этим оттенком получается очень красиво. Пару раз я его набирала, и вот появилась дырочка. И дырочка появилась вот в этом оттенке. Это такой персиковый матовый. Хорошая формула.
Отлично он тушуется. Вот такого он цвета, он не слишком темный. При наслоении, если долго-долго наслаивать, он даже становится каким-то неоновым, даже намек на яркость у него появляется. Ну так, в принципе, это достаточно носибельный оттенок. И вот его я использую для построения формы практически в каждом макияже из Project Pen. Вот этим набором косметики я пользуюсь примерно 3 раза в неделю. То есть именно для глаз, который набор. Так что, собственно, это все изменения по зеленой палетке Neon. Какие у меня планы? Я все-таки хочу закончить вот этот оттенок и начать пользоваться вот этим оттенком. Это я уже хочу сделать в июле. Надеюсь, что у меня это получится в этом месяце. И начать задействовать лисенка огнелапого. В общем, вот в такой комбинации из 3 оттенков. И надеюсь, что таким образом у меня быстро уйдет лисенок. И появится какой-то прогресс вот в этом рыженьком оттенке. Давайте я вам его посвочу. Он как бы, ну, такой себе. Не на мой вкус, скажем так. Он может на пальчике красивый, но на самом деле он никакущий. Он не так сверкает и такой посредственный. Ну, просто такой обычный такой рыжеватый шиммер с розовым бликом, но он невнятный на глазах абсолютно. Так, значит, это Neon. И мне нравится, что тут дырочки начали появляться. И этот оттенок, ну, в принципе, половина-то его ушла в сравнении с прошлым месяцем. Тоже пускай лежит в хорошистах. Что я еще хочу показать вам по пустышкам. У меня в проекте была вот такая вот палетка. Это The Same Rosy Ending. И рефилы из нее я полностью переставила за место пустышек вот в эти палетки. Поэтому вся палетка у меня идет в пустышке и выбывает таким образом. И у меня осталась палеточка от Colourpop. Она тоже была в проекте. Предполагалось, что я от нее избавлюсь, но избавляюсь я только вот от этого глиттера. Глиттер я выбрасываю, он рассохшийся, и глиттерами я не пользуюсь. Это просто мусор косметический, просто выбывает из проекта. И палетку я пока оставляю, потому что в ней хранятся огрызки. Огрызки от теней, которые у меня остались и которые я почему-то не выбросила. Вот этот оттенок, это оттенок из Лавелли, и мне он подходит в качестве теней для бровей. Единственное, что он весь уже раскрошился. И вообще тени Лавелли, что они плохого качества, можно судить по тому, насколько плохо они перенесли перемещение рефилов. Потому что вот этот оттенок, это худо. Я, правда, уже не вспомню, из какой палетки, по-моему, из Розе. И вот этот оттенок вытащился прекрасно, он очень хорошо спрессован. И я его оставила, потому что я иногда им пользуюсь, например, мне удобно. Я открыла эту палетку, сделала брови, а потом нанесла базу под тени и закрепила ее сверху, ну, растушевочным вот этим оттенком. Он мне нравится. Он почти незаметен на коже, поэтому для меня это такой хороший оттенок для закрепления базы под тени. И оставила вот эти 2 оттенка, вот бог знает почему, вот не знаю, ну просто оставила. Но можно видеть, насколько у них совсем качество другое, это вот Лавелли, и насколько они потрескались. То есть тут либо пресс хуже, либо они сухие сами по себе. Ну просто это такие оттенки, ну скажем так, ходовые, да. Они достаточно приличные по цвету. В общем, почему-то я их не выбросила. Но, естественно, если бы я делала какое-то расхламление или что-то еще, то я бы просто выбросила эту палетку. Я просто думаю, что буду пользоваться ей, пока пользуюсь вот этими вот тенями в качестве теней для бровей. Пока вот этот буду вымазывать, но без особого фанатизма буду вам показывать эту маленькую палеточку, если там будут какие-то в ней изменения. А в конце проекта мы просто эти все тени просто выбросим. Вот. Так что вот такие у меня огрызочки, пока у меня это лежит в косметичке. Получается у меня вот такая вот гамма на заканчивание. И видно, что здесь не особо-то есть чем строить форму. Поэтому
я хотела вам показать палетку, которая у меня в другом проекте. Она у меня в проекте 100 использований. И эта палетка от Tom Ford, Smoky Quartz, 37 оттенок. И я ее использую в качестве помощницы для построения формы. Вот так вот она у меня сейчас выглядит. Это прекрасная палетка, не буду ее сводчить. Я ее показываю в другом уже проекте, в других видео. Но это я к тому, что каждый раз, когда я крашусь худой неон, я беру вот эту вот помощницу, чтобы сделать макияж более выразительным, скажем так. И, собственно, вот весь отчет по проекту. Как вы видите, очень много появилось пустышек именно в разделе глаз. Наконец-то закончилась пудра. Наконец-то закончилась эта шайба с бальзамом. Очень много пустышек, теней для глаз. Я этому безумно рада. Почему-то именно тени у меня идут гораздо лучше, чем продукты для губ. Хотя, в принципе, я понимаю, потому что продукты для губ у меня, к сожалению, они сложные. И что по поводу моих планов на июль? Я планирую закончить вот этот вот оттенок, перейти уже к другим рыженьким каким-то макияжам. Планирую начать использовать хайлайтер на тело. Скорее всего, уберу вот эти вот два карандаша. Ну, просто уберу, естественно, не закончу. Ну и, наверное, все. Очень хочу закончить 8 пептидов, но посмотрим. Очень хочу до следующего отчета закончить еще одну однушку. Было бы здорово закончить лисенка огнелапого. Ну и хотелось бы увидеть какой-то прогресс в бронзере. А так, в принципе, все. Надеюсь, что вам было интересно. Желаю вам отличного настроения, прекрасных макияжей, как обычно. Как обычно, успехов в ваших проектах, если вы тоже их ведете. Спасибо вам, девчонки, за просмотр. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.